Привет, ребят! Давно у нас с вами не было таких более личных, более разговорных видео, просто о жизни, и сегодняшнее будет одним из таких. Меня довольно часто, особенно в последнее время, начали спрашивать по поводу того, почему именно Винкс, почему именно этой теме я посвятила свой канал, почти все свое творчество, точнее большую часть. Почему именно они? И я всегда придумываю, конечно, что ответить, но внутри меня все равно сидит этот вопрос. И раз я сама полностью не могу сформулировать ответ, то, возможно, это видео мне поможет понять лучше себя, вам, возможно, лучше познакомиться со мной, потому что я вижу, что вам было бы интересно, но мне сложновато открываться, потому что я по жизни довольно закрытый человек, и мне очень сложно впускать новых людей в мою жизнь. И я, правда, очень сильно стараюсь, чтобы быть менее закрытой по отношению к вам. В детстве я очень много чем увлекалась, наверное, как любой другой ребенок. И я тем более росла в нулевые, в такие годы, когда прям все такое прорывное, вдруг все ворвалось в нашу страну, если что, я живу в России. И был просто огромный ассортимент из того, чем ты можешь увлекаться. И что самое забавное, с самого детства мне больше всего нравились какие-то мальчиковые темы, то есть меня всегда манило каким-то, вот, знаете, там, машинкам. Мне больше нравилось всегда общаться с мальчиками, чем с девочками. То есть я все равно понимала, что есть какая-то вот эта градация в обществе, что, типа, вроде как девочки с девочками общаются, мальчики с мальчиком, у каждого свои игры, но мне почему-то было интереснее с мальчиками потусить, чем с девочками. Первое, что я помню, чем я увлекалась в детстве, это конструкторы, что-то вроде Лего, но у меня там какие-то не Лего были, а конструкторы. И биониклы, возможно, вы помните такие штуки, это что-то вроде роботов, динозавров, я точно не знаю, как их описать. Помню, что у меня был синий бионикл, и мне он очень сильно нравился, он какой-то еще трансформер был, там его можно было как-то менять, как-то складывать, с собой носить, я, в общем, в школу его приносила, он со мной там прожил, наверное, года 4 так точно. Ну, разумеется, куклы мне тоже всегда очень сильно нравились, и мне нравились, и скорее, конечно, Барби, и я всегда их представляла больше, наверное, как какие-то коллекционные вещи. Я, конечно, не так их тогда ценила, и все равно смотрела на то, как другие обращаются с куклами, играла, иногда заигрывала. Вот, к сожалению, из-за этого многие сейчас не дожили в хорошем состоянии до сегодняшнего дня, но, тем не менее, мне кажется, они у меня даже не в плохом состоянии относительно того, как в основном у детей сохраняются игрушки прям с самого детства. В какой-то момент родители мне купили книги чародеек, причем это было чисто их желание меня с чем-то познакомить, видимо. Они мне начали покупать книги, я начала их читать, я заинтересовалась. Потом еще через какое-то время я узнала, что у чародеек, оказывается, есть мультсериал целый, и для меня это было прям открытие, но я никогда как-то не воспринимала, знаете, мультсериал как что-то такое основное. Я всегда понимала, что комиксы все равно мне больше нравятся, и, ну, не знаю, как-то каноном, короче, я считала комикс «Чародей». А потом, одной осенью, по-моему, это было в конце 2007 года, я увидела на прилавках какой-то журнал, где девочки и мальчики были довольно похожи по рисовке на чародеев. Ну, не то чтобы прям похожи, но что-то вот общее было. Еще и называлось «Винкс». А тогда чародейки назывались Witch, еще их особо не переименовали в чародеек или ведьма. И я так задумалась, типа, что это? Это что, плагиат? Я попросила маму купить мне один номер, она мне купила, принесла его, я начала читать и пыталась ознакомиться, что это такое, почему оно так похоже на чародеек, которые мне так нравились тогда. И, в общем, тогда я пришла к мысли, что это не то, что я хотела бы видеть далее. Скорее всего, это какая-то фигня, и все это какой-то подлог. Какие-то аферисты, короче говоря, не буду я этим интересоваться. Но все равно как-то мне запало в душу, то есть я их запомнила и просто отложила на какое-то время всю эту тему в дальний ящик. Потом в другом ящике, который телевизор, я увидела мультсериал «Винкс». И он мне понравился прям намного больше, чем комиксы. Хотя в основном по жизни вот я больше любила именно читать журналы, я тогда тоже коллекционировала разные-разные журналы, и Дисней, и Барби, и вот по чародейкам, а тут меня почему-то сильно зацепил именно мультсериал. И я думаю, как раз с этого момента все и пошло. Я стала почаще маму просить покупать мне именно журналы Винкс, при этом про чародеек я не забывала, просто я и то и читала. Типа. Причем не сказать, что мне было в тот момент мало лет, то есть я уже была в средней школе. Знаете, я всегда смотрю на школьников сейчас, типа 5, 6, 7 класс,
и я понимаю, что они настолько взрослее. Я еще в такие моменты всегда вспоминаю, как я однажды ходила на практику в школу, я просто по образованию типа учитель английского и иврита. И вот пришли мы все такие нарядные, в деловых костюмах, как бы учительницы же. И чувствовали себя максимум, как восьмиклассницы, потому что все ребята, у которых мы вели уроки, какие-то были супер уже взрослые. То есть, понимаете, да, мы на 4 курсе или на 3, а эти ребята еще даже не выпустились из школы, а уже ощущаются как прям такие взрослые люди. Как это работает? И вот, в общем, с тех пор я и состою в этом фандоме. Еще так сложилось, что в тот момент у меня как раз наконец-то появился интернет. До этого у меня домашнего интернета не было. Я зарегистрировалась на Бионе, в моем мире, и первое время там сидела, потом через время переползла во ВКонтакте, но основная тусовка моя была на Бионе. Я на самом деле, скорее всего, вам это уже все рассказывала в одном из предыдущих видео, где я рассказывала про антивинкс и как я с ними сталкиваюсь немножечко по жизни. И, конечно, на Бионе и в моем мире был полный какой-то трэш. Не в плане того, что плохо, а в плане того, что там было просто все. И семьи какие-то, и там все друг друга любили, и приходили какие-то антивинкс, и всех засирали, и вообще такие времена. Они одновременно ностальгичные и одновременно даже не знаю, хочу я обратно или нет. Вот когда я уже перебралась во ВКонтакте и завела свою вот текущую страничку, мне кажется, тогда вся тусовочка и началась основная. Тогда еще настали такие прям золотые годы Винкс. Это после 3-го сезона, после выхода 1-й полнометражки. Готовился к выходу 4-й сезон, и все тусовались под Винкс ин концерто. И еще там было караоке, можно было петь эти песни. Я пела, кстати говоря, вы пели? Я очень хорошо помню, как основная часть фандома сидела во ВКонтакте в группе Wings Forever. Сейчас, к сожалению, эта группа уже довольно сильно изменилась, но все-таки много времени прошло, это логично, мне кажется, уже больше 10 лет прошло с того момента. Но там, мне кажется, была самая основная тусовка, потому что там и много народу было, и постоянно новости публиковались, и можно было даже общаться с некоторыми актерами озвучки на русском языке, русский дубляж. Постоянно какие-то конкурсы проводились, активность какая-то была, и все делились своим творчеством, и другие на это творчество как-то реагировали. Мне кажется, сейчас настолько активной группы, где была бы открыта стена, уже нет, к сожалению. Но зато есть Wings Club Rules, потому что они, мне кажется, вот те ребята, которые сейчас, по сути, держат наш русский фандом как минимум в порядке. Вот для меня ребята являются каким-то прям цензом, что ли. Потому что если я понимаю, что какая-то появляется новость, и она появляется также еще и в группе Wings Club Rules, тогда окей, этой новости можно доверять, и об этом можно вам рассказывать тоже. Когда я говорю о том, что это время было золотым временем для Wings, я реально имею в виду вот прям золотой такой цвет, потому что он у меня очень сильно ассоциируется с этим временем, как, наверное, логотип Wings, который тогда появился, типа в 3D формате, в золотом цвете как раз. Как раз тогда выходили самые-самые успешные проекты по Wings, появлялись новые проекты интересные у Rainbow, с которыми действительно хотелось познакомиться. Тогда же примерно открылся парк Rainbow Magic Land, где можно было сходить в настоящий Алфеев, блин, что за время? Ну и, конечно, комьюнити просто пополнялось новыми фанатами, и было безумно интересно общаться, потому что такие разные люди с совершенно разными занятиями по жизни, совершенно разного возраста вдруг объединились вокруг одного мультсериала. Просто благодаря какому-то маленькому детскому мультсериалу, который реально объединял. И это золотое время на самом деле длилось довольно долго, но в какой-то момент я решила, что Wings уже для меня мелковаты, что я выросла из Wings. Честно скажу, там были некоторые обстоятельства в моей жизни, которые немножечко меняли мое настроение, так скажем. Я не очень хочу об этом рассказывать, потому что это дело прошедших дней, и для меня это не очень был приятный период. Но тогда я решила, что надо чем-то более взрослым заниматься. Типа, я уже взрослая. Какие Wings? Примерно, кстати, в это время я открыла для себя творчество Тейлор Свифт, и я до сих пор огромнейшая фанатка ее музыки. Я обожаю эру Speak Now, я обожаю эру Red, и, наверное, вот эти как раз те эры, на которые я попала, когда я только-только вошла в этот фандом. Как раз они являются моими самыми-самыми любимыми до сих пор. И я очень рада, что она сейчас перевыпускает альбомы, и очень надеюсь, что следующий будет Red. Но этот темный период, скажем так, в моей жизни однажды закончился, как раз с появлением Саши в моей жизни. Да, это тот пацан, который у нас иногда появляется
в основном закадровым голосом. Вот многие спрашивают, что за Саня, кто это Саня, не знаю, кто такой Саня, но мне он нравится. Так вот, ребят, это мой молодой человек. Мне кажется, это довольно очевидно было, исходя из того, что как мы общаемся с ним. Ну, в общем, да, это мой молодой человек. И однажды, когда мы с ним встретились, я не знаю, что-то вот произошло, возможно, действительно нам как-то было в какой-то степени суждено встретиться, и я поняла, что этот человек довольно сильно похож со мной в плане каких-то вот взглядов. То есть мы с ним познакомились вообще не на фоне моих увлечений, но я поняла, что он довольно, во-первых, толерантен к тому, чем я могу увлекаться и заниматься, во-вторых, сам по себе довольно творческий человек. И, наверное, когда ты встречаешь подобных людей в своей жизни, твой потенциал внутренний, который ты, возможно, скрываешь по каким-то причинам, тоже раскрывается. И как раз благодаря нему, в принципе, возник этот канал, в принципе, я начала этим всем заниматься. То есть, да, я раньше этим тоже всем увлекалась, мне тоже нравилось снимать, немножечко монтировать. И то, что я умею, и то, что я имею сейчас, это все чисто благодаря Саше. Вот. Так что, если что, Саня — это очень-очень важный человек на этом канале. Вот я закончила 11 класс, я сдала ЕГЭ, довольно средне, но достаточно для того, чтобы поступить на бюджет в московский вуз. И тут я поняла, что как-то у меня слишком много времени оказалось в моей жизни после того, как я уже подготовилась к ЕГЭ, сдала, соответственно, его, и решила, что, наверное, пора возвращаться к своим истокам. Казалось, что это будет хорошая идея вернуться к тем замыслам, которые у нас были, какие-то идеи вместе с девчонками, с которыми я общалась когда-то в Винкс фандоме, и решила предложить девочкам вернуться к мысли о том, чтобы делать косплеи, чтобы создавать какие-то, организовывать мероприятия, чтобы вести свои соцсети, и вот тогда все понеслось. И, не знаю, спонтанно, что ли, произошло, потому что на самом деле изначально я прям не собиралась вести YouTube-канал. Я помню, что у меня были мысли, что это слишком ответственно, потому что у тебя всегда будет какое-то количество людей, которые каждую неделю будут ждать от тебя контент, и это действительно же так ответственно. Вот человек, я представляю всегда себе, человек сидит и ждет твое новое видео, а ты, не знаю, по каким-то причинам не выпускаешь. Что это за безответственность такая? И сначала, я помню, я завела себе Инстаграм, и там парочку фотографий выложила в образе Текны. А потом такая, YouTube — это прикольно, YouTube — это как-то современно, не знаю. Почему бы не завести YouTube себе тоже? Изначальная идея моего канала заключалась в том, что я буду вести все свои видео как бы от имени Текны, в образе Текны, рассказывать что-то из жизни Винкс, какие-то советы давать, и подобные вот прочие вещи. И на самом деле, если вы заглянете совсем вглубь моего канала, там опуститесь до самых-самых первых видео, я их не удаляла, никуда не скрывала, а вы найдете там некоторые видосики, например, этикет в интернете. Вот там Текна будет вам рассказывать, как себя правильно вести в интернете. Примерно такой контент я тогда себе и представляла на своем канале. На самом деле я до сих пор не отошла прям окончательно от этой идеи. Возможно, я однажды соберусь и все-таки сделаю такую рубрику, где к вам будет приходить Текна и рассказывать что-то о жизни. И тогда я в очередной раз поняла, что из Винкса фандома выхода вообще нет. Я столько раз видела, как люди пытались уходить, то есть со всеми прощались, все говорили: ребят, всем спасибо. На этом мои полномочия все. Но через время возвращались, потому что если ты сюда пришел, наверное, ты никогда отсюда и не уйдешь полноценно. Ты либо возвращаешься, либо на самом деле не до конца уходишь. Еще один из таких прям важных моментов — это сходки фанатов Винкс. Сейчас я не участвую в организации новых сходок, но тогда, в 2015-м, мы вместе с девчонками сделали такую сходку, и потом несколько лет вели там каждое лето, иногда даже немножечко вне расписания, там зимой встречались. Я всегда ставила во главе вот эту идею, что мне хочется объединять постоянно людей, мне хочется, чтобы они реально общались друг с другом, чтобы люди понимали, что они не одни, что нас много, что мы разные, что все эти фанаты, они как бы реально существуют. Эти люди, которые сидят в интернете, в тематических группах, это не какие-то боты, это реальные люди с реальной жизнью и с реальным увлечением. И для меня всегда Винкс и группы тематические во ВКонтакте, они были каким-то, знаете, убежищем от реальной жизни после длительного, сложного, трудового школьного дня. Мне всегда так хорошо становилось от того, что я прихожу домой, и я знаю, что есть кто-то в этой жизни, кто тоже сталкивается с такими проблемами, как я, но кто готов это все отложить куда-то на второй план, точно так же, как и я,
и просто пообщаться за Винкс, переключиться и потом вернуться в реальную жизнь и продолжить справляться со своими ежедневными проблемами, потому что вот я верю, что в жизни нет безвыходных ситуаций. Довольно быстро я поняла, что вести канал от лица Текны у меня не очень сильно получается, да и идей как-то мало было, и я решила вести канал уже больше в сторону обзоров на кукол, потому что тогда была Берсик, тогда было много вообще других куклоблогеров, которые в основном рассказывали о куклах Monster High и таких более фэшн-куклах, а вот о Винкс особо никто не рассказывал, и я решила, что я займу эту нишу, так сказать. И мне, честно, нравилось снимать обзоры, я и до сих пор это иногда делаю, но это довольно скучноватое, на самом деле, занятие, потому что оно довольно циклично, там примерно одни и те же слова, одно и то же построение предложений. Я обожаю свою коллекцию, но постоянно снимать только обзоры кукол мне немножечко скучновато. Потом начали появляться другие рубрики, там факты, топ-10 и всякое подобное. И в какой-то момент я пришла к теме «Расслабься, это же Винкс». Это моя одна из основных таких рубрик, которая у меня редко сейчас выходит, но я все-таки стараюсь. Первый выпуск очень хорошо зашел. Я тогда в таком была восторге от того, что это возможно. И я долгое время не верила, что с Винкс можно добиться хоть чего-то. И я всегда думала, что я так вот и останусь. То есть мой потолок это там 10 тысяч просмотров и все. Дальше вот вообще никак. А тут меня посмотрело столько людей, и все обсуждали эту тему про Enchantix Tekны. Я такая типа, вау, это кому-то интересно. Я могу рассказывать что-то, что интересно многим людям, и даже, возможно, не фанатам Винкс. Типа, серьезно? Причем выход этого ролика и то, что он залетел, так грустно тогда совпал с тем, что я нашла новую работу, и я выпала почти на год. Но через время я поняла, что, к сожалению, вот работа в офисе — это не мое. Наверное, это очень звучит так, как будто бы я оправдываюсь, как будто бы я какой-то слабый человек, который, типа, господи, не может вывести обычную работу в офисе. Но кто не работает у нас в офисе? Не на заводе же, в конце концов, милочка. Ну, знаете, есть все-таки какая-то вот группа людей, которые не предрасположены к работе в офисе. Наверное, я все-таки творческая личность. Пора уже в этом себе признаться. Я ушла с работы, я начала полностью посвящать все свое время моему каналу, и, блин, это пошло. Я не знаю, как, почему, но на меня начали подписываться люди. Я даже не уверена, что все на самом деле увлекаются Винкс настолько, чтобы прям смотреть каждое мое видео про каждую тему. Но это однажды случилось. Блин, для меня одна мысль, что кому-то, кроме меня, это может быть интересно, и, возможно, даже кому-то было полезно, и кому-то там сделало день. Типа, вообще нереально. Интернет — это круто, ребят. Цените интернет. И вот мы оказались здесь, в наше время, в сегодняшнем дне. Я опять возвращаюсь к вопросу, почему же именно Винкс? Почему именно они стали основной темой моего канала? И как вы понимаете, прямо сейчас у меня нет такого ответа. И я бы хотела узнать у вас, возможно, вы бы смогли ответить, почему для вас Винкс стали тоже вот таким вот прям большим увлечением в какой-то степени. Вы знаете, тут на днях, вот буквально 30 мая, меня пригласили на официальное мероприятие Винкс, типа, вау! Rainbow начали со мной сотрудничать. Так случилось, что я там выступала на сцене, это вообще чуть ли не первое мое выступление на сцене, я так волновалась на самом деле, и мне кажется, такую фигню там сказала, но в этот день ко мне пришли и мои зрители тоже. И, блин, это такая была классная встреча. Это не прям фан-встреча, и я не знаю, буду ли я вообще когда-нибудь проводить фан-встречу, потому что я, честно вам скажу, не очень люблю такие слова по отношению вот ко мне, да, типа фанаты, подписчики. Я предпочитаю называть тех, кто смотрит меня, именно зрителями. Вот, в общем, ко мне пришли мои зрители в эти выходные, встретились и поболтали с ними. И вот мне тут подарили, я хотела вам показать такой пакетик. Мне Слава подарил. Это крысиный клуб. Подписывайтесь на крысиный клуб. Это как Винкс клуб, только крысиный. Вот он мне тут подарил. Смотрите, какая штучка. Винкс Cosmics. Ну что, я теперь могу даже ходить в школу. Чаечек. Чай. Так, какой здесь чай у нас? Крымский букет, имбирь с корицей, лавандовое лето. О! Вау, смотрите, какая красивая упаковочка. Вся такая прям
изящная, ничего себе. Так, это зеленый чай с клубникой и с киви. Ой, я киви очень люблю. И тут письмо от Славы. Я не знаю, не уверена, что это стоит читать вслух, но я сейчас прочитаю. Если что, я вам расскажу. Блин, Слав, спасибо тебе большое. Я на самом деле хочу... Я не собиралась сегодня плакать. Что за фигня? Я на самом деле хотела сказать, что таких теплых и таких крепких обнимашек у меня, наверное, никогда не было, как в это воскресенье. И знаете, с учетом того, что этот праздник мог даже не состояться, потому что была ужасная погода до этого, и у этого праздника как бы был еще первый день, который отменился, и там должен был быть другой гость, и во второй день уже я. Я не знаю, каким образом, но во второй день не пошел дождь, и слава богу, у меня все состоялось. Я приехала, и праздник состоялся. И ко мне пришли люди, которые... Я не знаю, мне даже зрителями не хочется называть, потому что это какое-то очень обобщающее слово. Чаечки очень классные. И я, кстати, помнила, что у нас там была рубрика «Чайникс». Она как-то, к сожалению, не очень сильно пошла. Ну, маленькие просмотры, мне кажется, наверное, не особо никому не интересно. Точнее, интересно просто очень маленькому количеству зрителей. И мы сейчас думаем над тем, чтобы просто немножечко по-другому вести эту рубрику. Так что вот, как-нибудь мы вам объявим и попробуем с Саней в прямом эфире, наверное, вот эти чаечки заварим и скажем, как нам. Так что, Слава, мы еще к тебе вернемся, так сказать. Еще Софа мне подарила книжечку. Наверное, у многих есть книга по этому фильму. Это по первой полнометражке Винкс. Весь фильм в пересказе, вот в таком письменном пересказе. И тут такие красивые картинки. Я сейчас вам что-нибудь покажу. Сейчас какую-нибудь красивую найду. Ну, это прям кадры с фильма, в общем. Если вы смотрели, я думаю, вы знаете. Вот такую вот еще вам покажу. Блин, мне так нравятся девочки в этих костюмах, и Текна здесь такая вообще. Я честно вам скажу, я больше предпочитаю электронные книги, но такая вещь, когда тебе подарил это какой-то важный для тебя человек, и я думаю, она больше коллекционной даже уже имеет значение. Я никогда не читала книгу по этому фильму, но это один из моих самых любимых мультиков Винкс. И я думаю, мне прям стоит точно ознакомиться с тем, что здесь написано. Спасибо большое. Еще я тут хотела вам показать. Мне Rainbow тоже сделали подарочек. Это, если что, я не то, что прям понтуюсь. Это мне подарили не чтобы понтоваться, а играть. Текна Космикс. Ну, я не знаю, насколько много у меня фанатов Космикса здесь сейчас меня смотрят, но у меня такой куклы не было. Самая цель. И очень приятно, что они помнят, что у меня любимая Текна. Такой здесь еще комикс. Играем в куколку, смотрим комикс. Я, честно, не знаю, когда ее буду распаковывать, буду ли я ее вообще распаковывать. У меня сейчас все последние куклы, которые мне дарили, которых я покупала, они все у меня стоят в коробках, и я не знаю вообще, буду я распаковку когда делать. Может быть, однажды просто возьму и в одном видео всех распакую. Если вам интересно такое видео, рассказывайте в комментариях об этом. Смотрите, вот это фэшн. Шарфик. Вот. Это из коллекции Wings Couture. Такая более-менее взрослая коллекция, так скажем, одежды. Вот здесь вот крылышки Флоры Беливикс, которые являются логотипом Wings Couture. Вот здесь туфелька с крылышками, написано I want to fly high. Я хочу летать высоко. И вот так вот на мне оно все смотрится. Там еще очень классный какой-то состав. Мама вчера прочитала, я не особо шарю в составах. Ну, смотрите, прям француженка, парижанка, не знаю. Ну или как минимум итальян. По-своему в стиле. Пока останусь в этом. Еще из коллекции Wings Fairy Couture мне подарили вот такую вот штучку. Сейчас с вами вместе распакуем ее. В общем, как я поняла, это браслетик. Нет, это не браслетик. Что это тогда? В общем, не знаю. Мне кажется, это можно использовать как все что угодно. Мне кажется, как колье, как браслет. Просто здесь подписи даже никакой нету. Что придумаешь, так и носи, девчуля. Шарфики немножечко жарковато на самом деле. Не думала, что он такой тепленький. Дальше тут прям эксклюзивные какие-то вещи. Потому что я помню, что Wings Lifestyle — это такая выставка, которая проходила, если не ошибаюсь, в Италии, с интерьерами Wings, типа по теме каждой феи. И вот мне подарили блокнот с этим оригинальным дизайном этой выставки. Вообще бизнес-леди теперь стану. Карандашик. Конечно, вопрос у меня возникает, почему Wings Lifestyle в черно-белом, но
ладно. Фирменный браслет с этой выставки. Ну и сама сумка, в которой мне это все вручили, тоже был брендирован. Наконец-то моя мечта о сумке Wings осуществилась. Да, у меня была такая мечта. Я надеюсь, что вы понимаете, что дело совершенно не в подарках. Я честно вам скажу, что когда я понимала, что вот погода портится и, возможно, завтра вообще все отменится, дай бог просто мне туда дойти, а не то, чтобы ко мне кто-то пришел. Я вообще, честно, не ожидала, что ко мне кто-либо придет. Я думала, я там с Сашкой буду просто тусить. Но вы ко мне доехали, вы пришли, вы такие радостные были, вы прям, не знаю, было пасмурно, но при этом я не ощущала себя как в пасмурный день. Мне реально казалось, что вокруг солнышко какое-то. Я не знаю, может быть, у меня больная фантазия. Ну вот правда, было именно такое ощущение. Я смотрю на вас, и вы такие разные, но одновременно такие какие-то похожие. Вот что-то между нами с вами есть. Вот такая схожесть какая-то огромнейшая, но при этом мы такие разные. И, наверное, как раз тот момент, когда я стояла, общалась с каждым из вас, я поняла, что это все совершенно не про мультсериал, совершенно не про новый сериал от Netflix, совершенно не про какие-то там успехи самого бренда. Это всегда было про наше комьюнити, про наше сообщество, про людей, которые состоят в этом фандоме. Я всегда поражаюсь, насколько наш фандом живучий, даже в то время, когда у Rainbow, ну не знаю, все катилось, мне кажется, куда-то, когда все рейтинги упали, когда все реально было плохо, и уже почти никто и не смотрел новый сезон, но уже настолько неинтересно и настолько для детей, что даже смешно. Мы все равно оставались вот, не знаю, какими-то сплоченными. То, что мы делаем внутри нашего фандома сами, фанаты, этого достаточно для того, чтобы фандом жил, для того, чтобы не пропадал интерес к оригинальному мультсериалу. Я сколько здесь не сижу, я постоянно для себя открываю новых интересных артеров, фикрайтеров. Многие сейчас рисуют комиксы, я видела самостоятельно. Это вообще просто взрыв головы. Многие сейчас начали делать самостоятельно анимацию со своими персонажами, и это реально не хуже того, что делает сам Rainbow. Кто-то делает какие-то интересные аксессуары, интересный мерч, потому что мерча официального по Wings, его очень мало, много чего не доехало до России, и это все делают фанаты, и я много чего сейчас не перечислила. С другой стороны, есть и люди, которые готовы поддерживать тех, кто чем-то занимается и чем-то увлекается в этом фандоме, чем-то делится. Я очень сильно ценю наше с вами сообщество, я очень-очень уважаю каждого человека, который реально неравнодушен. Даже не важно, чем вы конкретно занимаетесь в нашем фандоме, делаете вы что-то, не делаете, просто потребляете контент, пытаетесь поддержать других авторов. Каждый человек в нашем Wings-сообществе очень важен, и я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто хоть раз здесь бывал. Надеюсь, те, кто покинули фандом, однажды вернутся. Надеюсь, те, кто сейчас здесь, они останутся на максимальное время здесь. И, наверное, сейчас, отвечая на вопрос, почему Wings, я отвечу, потому что здесь люди. Здесь очень классные люди. Спасибо большое всем, кто меня дослушал. Надеюсь, видео не очень длинным вышло. Мне просто, наверное, надо было выговориться. Просто вот хотелось поделиться своими мыслями. Вот. Еще раз вам огромнейшее спасибо за все. Крепко-крепко вас обнимаю и желаю чудеснейшего дня.